Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А вы пока можете, ребятушки, написать комментарии, да? Никто не сачкует, не ленится. Можете смайлик поставить для продвижения канала. Итак, смотрите. Сразу же мне показывают, что у вас проигрывается одиночество. То есть вы человек не семейный, вы человек свободный. И даже если у кого-то из вас и есть вроде бы там какие-то отношения, если их так можно назвать, то в этих отношениях вы себя чувствуете одиноко, да, это могут проигрываться трэшевые какие-то отношения, токсичные такие, да, это отношения, когда каждый живет сам по себе, да, ну, это с трудом я могу отнести к такой нормальной семейной жизни. Далее, смотрите, вы вообще человек по жизни, ну, фартовый, да, вот вы как будто периодически бываете в таких ситуациях, ну, казалось бы, что обратно дороги нет. Это могут быть какие-то экстремальные, это могут быть вот какие-то по жизни такие случаи, когда вот, ну, на грани жизни и смерти. То есть, знаете, это ситуации, когда уже еще чуть-чуть, и вы оказались бы там, да, но по какой-то вот, по магической случайности, да, как угодно. Вот именно любимчик судьбы, потому что вас как будто в последний момент высшие силы вытаскивали из очень таких напряженных ситуаций. Это ситуации, из которых многие могли бы даже не выйти. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Напишите, у кого проиграется. Я думаю, это у многих будет отображаться в вашей жизни. Далее, смотрите, вы такой человек, который, ну, вы любите, в принципе, компании, да, вы такой компанейский, вы общительный. Единственное, что да, когда вам плохо, у кого-то это сейчас может проигрываться, да, у кого-то это было раньше, вот период, когда грустно, тоскливо и одиноко, то, конечно же, вам не до каких компаний, не до посиделок и вообще как-то, я думаю, вот одиночество все больше становится вашим спутником по жизни. Давайте уточним, почему, что за одиночество. Ну, здесь конец отношений. Здесь стопроцентный конец отношений, причем, знаете, здесь даже может у кого-то проиграться, что не без магии. Это конец отношений, когда, ну, допустим, сделаны там какие-то отвороты, да, от человека, когда какие-то порчи наводились, их очень много разных видов. То есть это не просто так ваше такое добровольное отшельничество, да, потому что вы не собирались никуда ни от кого уходить, потому что это была любимая ваша женщина, это была семья, это были отношения, хоть и непростые, но вы не собирались уходить. Мы не будем углубляться, почему ушли, да, потому что вас очень много, но тем не менее я вам скажу, что вы жили с женщиной очень непростой. Женщина, которая, ну, не то чтобы просто манипулировала вами, она управляла даже вами очень умело. Она управляла, вернее, даже знаете, как я вам скажу, вы позволяли собой управлять. Вот так, наверное, будет правильно. Потому что по жизни, в принципе, вы человек с характером. Вами еще попробуй поуправляй. Это только такие привилегии бывают у любимых женщин. Далее, что я вам хочу сказать, мои хорошие. Ну, такой у вас, знаете, характер, в принципе, палец в рот не клади. Здесь, конечно, и вспыльчивость, здесь и импульсивность, какое-то чрезмерное беспокойство по жизни. Хотя, в принципе, я вам скажу, что вы, ну, не любитель скандалов. Вот вы таким стали, потому что очень много пережили в своей жизни. Ну, скажем так, вот эти все ваши такие трэшевые ситуации по жизни, они вас в каком-то смысле закалили, ну, конечно, здоровье подорвали, нервную систему подорвали, да, то есть здесь такая вот ситуация, когда вроде бы и не конфликтный вы человек, но уже нервы до такой степени бывают иногда на пределе, что, ну, бывает как спичка, просто вспыхиваешь и все, сам того не желая, да. Напишите, у кого отыграется. Далее. Ну, вы такой товарищ, конечно же, ревнивец еще тот.
Вы и ревнивец, вы и любитель вообще страстей, вы человек страстный, вы человек, любящий интим. Единственное, что сейчас вот я не вижу, с кем бы у вас был такой, ну, постоянный интим, что ли. Может проиграться у некоторых, ну, такие, либо же легкие отношения, да, опять же, потому что это общий расклад, у всех проиграется по-разному. Здесь могут быть легкие отношения, здесь еще могут быть какие-то, ну, начало, что ли, вот начало новых отношений еще может проиграться. И то это тот период, возможно, когда даже, ну, постели как таковой нет. Поэтому я не вижу таких вот бурных страстей в этом плане. Я не вижу любви, да, в вашем сердце. Вот сейчас вы, ну, как волк-одиночка в каком-то смысле живете. Вы человек еще, ну, довольно такой умелый, мастер на все руки, я бы вас назвала. Это может проиграться, что вы, допустим, имеете либо же несколько образований, либо же вы владеете несколькими профессиями, а может быть даже вы не учились, а просто вот, ну, жизнь вас научила, да, и то, и это, то есть, ну, вы сами, ну, чуть ли не дом можете построить, да, ну, в таком смысле. Вы человек, который очень ценит традиции, вот и семейные традиции. Здесь может быть и даже какие-то религиозные традиции, да, вот. Все, что касается религии, это для вас свято, да, вот все вот эти праздники, вы это очень чтите, возможно, ходите в церковь, да, ну, то есть вы придерживаетесь, вы человек такой, ну, не безбашенный абсолютно. Для вас вот какие-то житейские такие догмы, вот правила, да, вот, ну, чуть ли не, ну, я не скажу, что вы прям заповедей придерживаетесь, но для вас очень важно то, что семья – это святое, да, какая-то порядочность, верность, надежность – это святое. То есть в таком вот ключе вы придерживаетесь определенных правил по жизни. Ну и, конечно же, того же ждете от других. Единственное, что я вам скажу, вот есть еще такой момент, как неуверенность в себе, неуверенность вообще в будущем. Вот напишите, потому что, ну, я вот почему-то уверена, что у многих из вас отыграется, что вот после того, как вы пережили, ну, свой развод, допустим, да, вот это вот расставание, вот этот трэш, который был в вашей жизни, вы стали более недоверчивы вообще к людям. Вы стали очень осторожно сходиться, вы стали очень осторожно общаться с людьми, вы стали больше закрываться, да. И это касается не только женщин. Это даже может касаться, допустим, ну, новое знакомство, да, вот, казалось бы, можно подружиться с кем-то, да, но вы будете очень сильно присматриваться к человеку, и однозначно вы не будете первому попавшемуся изливать свою душу. То есть вот такая у вас, знаете, ну, непростая жизнь, и сейчас, может, даже непростой период. Вот одиночество, но очень плотно засело в вашей душе, в вашей голове. Возможно, кто-то из вас даже уже смирился с такой ситуацией, что вот один так один, да, вот, ну, как будет, так и будет, вот в таком плане. Давайте-ка теперь ближе к нашему раскладу. Кто же все-таки думает о вас, да? Кто же пришел к нам на расклад? Интересно, смотрите, здесь проигрывается, что о вас думает женщина, но она, помимо того, что может быть моложе вас, и это может быть довольно большая разница, она, помимо этого, еще, ну, такая, скажем, ну, не очень серьезная, я бы ее назвала. Она как-то вот живет сегодняшним днем. Она может быть такая, ну, довольно отчаянная. Она не думает о последствиях. Вот какая-то невыросшая девочка, что ли, да? То есть ей может быть, да, допустим, там и за 20, и за 30, но как-то вот она себя ведет периодически вот как ребенок, что ли, да? Иногда окружающие диву даются, ну, вроде бы ты взрослая женщина, да, хоть и молодая, но все равно иногда чудишь, ну так, без баяна чудит, я вам скажу. Эту женщину вы знаете. Эта женщина, в принципе, вам знакома. Я не буду привязываться к месту, потому что, опять же, у кого-то это коллега может проиграться, у кого-то это продавец в магазине, у кого-то соседка, у всех по-разному будет. Смотрите, я не скажу, что эта женщина, ну, прямо она, нет, гулящей я ее точно не назову. Вот просто она такая, знаете, сею-вею.
Вот я обычно считаю, что такие женщины в качестве жен не годятся, это 100%. Да, с ней можно провести время. Да, с ней можно пороманить, позажигать, вот в таком плане. Но до серьезных отношений она еще не дозрела. Вот знаете, как будто она еще то ли не нагулялась, то ли она еще какого-то опыта не обрела, чтобы, ну, стать как-то посерьезней. У нее сейчас основной такой вот акцент, конечно же, идет на работу, да, вот я сейчас просто вам описываю, что это за женщина. Конечно же, она хочет побольше денег, но она старается и сама зарабатывать, она не против и спонсора. Ну, то есть, в принципе, от денег никто еще никогда не отказывался, в принципе, да. Конечно же, она мечтает мужчину иметь такого обеспеченного, который бы давал ей денежку, давал бы ей подарки. Но я вам скажу, что, ну да, уж чрезмерная, конечно, у нее любовь к деньгам. У нас очень много пентаклей выпало. Она такая еще, я вам скажу, гонористая. Ей палец в рот не клади, поэтому вот когда вы общаетесь с этой женщиной, ну, девушкой, женщиной, да, вы можете даже ее выделить, потому что у нее, ну, довольно так сильно язык подвешен. Она может быть, ну, чрезмерно общительная, говорливая, она может быть такая с наглецой немножечко. Она может быть, даже, знаете, вот общаться с какими-то такими подколочками. Ну, то есть шутить, но подкалывать. Есть юмор, а есть сарказм, да? То есть она не без сарказма может общаться. Далее, смотрите, она может быть, скорее всего, ну, приезжая, да, вот, ну, то есть она не местная. Она может либо же жить очень далеко от работы, либо же быть приезжей, потому что вот как-то дороги, перемещения в ее жизни произошли. Может быть, она приехала устраиваться на работу в ваш город, да, там, ну, либо же там, я не знаю, деревня, у кого как проиграется. Далее, смотрите, что же ее связывает с вами, что она хочет? Смотрите, вы ей понравились, несмотря на то, что есть у вас некая такая разница в возрасте. Она, я бы сказала, даже слегонца так влюбилась в вас. Причем она это старается скрывать. Вот она очень старается скрывать, потому что она вот наивная такая, но неопытная девочка, я вам скажу, она даже не особо умеет показывать свою какую-то влюбленность, свои чувства. Да, она может с вами общаться, она может шутить, флиртовать, но вот она просто не знает, что ей делать дальше, как ей себя вести, потому что она вас даже в каком-то смысле немножко побаивается. Побаивается даже, может быть, вашей строгой внешности, вашей какой-то вот серьезности, да. Но вот как мужчина, ну, довольно сильно вы запали ей в душу, и она бы хотела вот с вами иметь отношения. Так, давайте посмотрим, есть ли вероятность, что у вас будут отношения с ней. Смотрите, она чем-то вам может даже напоминать бывшую. Вот что-то такое в ней есть, что может напоминать бывшую. Я думаю, это может быть связано именно как раз с колкостью, вот с какой-то, ну, знаете, это такая черта характера, я не назову, что это скандальность, нет. Ну, вот какое-то такое вот поведение, даже не знаю, вот каким словом это назвать. Это может быть такая периодами некая жесткость, да, вот эти самые сарказмы, подколки, но это своего рода унижение человека, да, вроде бы ты подшучиваешь, но тем не менее ты опускаешь человека, вот этот черный юмор, но это не очень хорошо. Поэтому есть такие вот жесткие, колкие какие-то моменты, которые родом из прошлого, и вы даже вспомните, вы, может быть, даже как-то сравните, да, вот подумайте, елки-палки, бывшая такая же была, да, вот она точно так же чудила. Смотрите, я не могу сказать, что у вас прям с ней будут бурные такие отношения. Во-первых, вы еще, я думаю, какой-то период будете ходить и думать, вы сразу так, ну, не сообразите, что это за женщина.
Вы, я думаю, еще несколько дней, ну, точно будете ходить, как-то вот думать, да, вот почему-то у вас в голове это отложится, да, вот эта вот информация, что я сейчас вам говорю. Вы будете думать, и большая вероятность, что вы поймете, о ком идет речь. Вот просто по описанию. Можете еще раз пересмотреть ролик, да? Вот такая вот безбашенная дама, которая в вашем окружении, опять же, у каждого это будет по-своему, да, у кого-то в одном месте она встречается, у кого-то в другом месте вы с ней общаетесь. Но вы знаете, я не могу сказать, что прям вы рванете с ней в отношения. Вот я не вижу этого. Да, вы можете пофлиртовать. Да, вы можете как-то пообщаться с ней. Но для любви, для семьи у вас падает другая женщина. С этой, да, вы можете максимум пороманить. Потому что вы увидите, что для семьи она, ну, несерьезная как минимум. Вы увидите все ее вот эти вот закидоны, да, вот этой вот моложавой дамы. А для серьезных отношений вы же понимаете, что нужна какая-то немножко такая более степенная, более серьезная женщина, да, которая не будет чудить, которая не будет, опять же, опускать, да, которая не будет, там, я не знаю, саркастические какие-то шуточки в ваш адрес выпускать. Поэтому, смотрите, зароманить вы, в принципе, можете. И то, я думаю, это будет такой, ну, довольно короткий роман, да. Это уж кому прям не вмоготу, кому уж, я не знаю, там, Бобик уже изголодался, уже силы нет, уже готов рвануть куда-нибудь, да. А в принципе, вот вы для себя решите, что нет, серьезных отношений с ней быть не может, потому что, ну, немножечко эта героиня не вашего романа. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!